Hello, hello. Густав, привет. Привет. Всем привет, всех рад видеть, слышать, читать. Так, сейчас мы это все поднастроим чуть-чуть. Как ваши дела, ребята? Рассказывайте, как ваш вечер пятницы проходит? Так, нам нужно немножечко разобраться. В общем, я не определился, но я так понимаю, что, скорее всего, везде лед выкопали. Поэтому вряд ли мы сегодня льдом будем увлекаться. Хотя... Да, не густо. Не, смотри, есть лед. Сколько здесь тебя? Давай посмотрим. Здесь нет. В общем, честно вам скажу, в игру толком не играл. Без стримов. Единственное, чем могу похвастаться, это тем, что я продал оровские стрипы, которые мы на прошлом стриме выбили с вами. Заработали нечестным путем Халк и... Смотри. Система Кохе. В системе Кохе можно копать. Полная этот самый. Полетим. Давайте глянем, сколько нам до Кохе. И мы с вами продолжим. Мило беседовать. Осуждаю. Нет, мы тут сами не знаем, чего мы хотим, так сказать. Мы хотим всего и сразу. Так, наверное, слишком громко, да, у вас подключаясь к серверу? Так, давай посмотрим, до Кохи нам сколько лететь. Опять у меня что-то... Ну, слушай, всего лишь 7 джампов можно. Не знаю, людям на самом деле, мне кажется, заходит такой контент в плане того, что, посмотрев такой контент, они могут приблизительно понять, как это все происходит, увидеть эту всю кухню изнутри и понять, что они могут сделать для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому, с точки зрения, так сказать, профилактики суицида, я считаю, осуждаю на всякий случай в SGT-RP. Я считаю, что это полезно. Я считаю, что это полезно. Демонстрация на стриме именно того, что вы боялись, чтобы понять, как это все изнутри происходит. Потому что одно дело, когда тебе там кто-то, ну, не договаривает, что-то умалчивает и так далее. Нет, на моих стримах такого не будет. У меня всегда только жесткая правда, как вот она есть. Поэтому все показываю, все смотрите и противодействуйте этому суициду. Вот опять же говорю, то есть как противостоять? Да просто Т2, фит, бери. Не бери дорогую баржу, возьми дешевую баржу. В чем проблема? Ну да, и скачать будет меньше, ну а как ты хотел? Это плата за безопасность. Мне вот даже интересно, знаете, посчитать, что выгоднее, копать халками соровскими стрипами и терять их от суицидников, или копать обычными коветерами с Т2 кристаллами и не терять их от суицидников, да, то есть, как бы вот такой вот вопросик на долгой дистанции, как интереснее, лучше это все дело. Все равно обидно. Ну, слушай, на самом деле, просто это просто обидно только из-за того, что разработчиками создана вот эта вот иллюзия, что в хайсеке безопасно. Понимаете, в чем дело? То есть вот разработчики создали эту иллюзию, и у всех жопа горит, что якобы в этой игре существует вот это вот... еле заметный вот этот вот огонек, даже не огонек, я не знаю, как это, ну прям искорка вот этой вот честности, вот этой вот надежности, я не знаю, как правильно сказать. Короче, люди не потеряли веру в то, что в этой игре есть герои. Нет, здесь нет героев. Это не так, не обманывайте себя. У всех здесь только одна цель, это обогатиться, и если надо будет за ваш счет, они это будут делать.
Вот, никому не верьте, верьте только себе и мне, Дуа Прайм, вашему любимому стримеру, конечно же. Я только для вас все покажу, расскажу абсолютно безвозмездно. Кнопочка доната под стримом в описании. Вот, мне еще в октябре никто не донатил. Поэтому вы можете стать первым, кто мне задонатит в октябре. Так, давай мы переключим на ПВП. Не упустите шанс вписать свое имя, никнейм в историю моих стримов. Так, проспект, смотри, какой-то с минусом. Чел тоже, видать, начал этот самый. Так, ну полетели, чё? Полетели. Так. Просто помню, как я сливал свои первые проспекты из-за кемпов. Так это сильно пережал. Ну смотри, Густав, мы говорим о Халках, Макинавах, Соровскими стрипами. Чел явно не первый и не новичок. Не переживай за них. Плюс, опять же, я сегодня в чате, в телеге писал. Подписывайтесь на Телеграм, Дуа Прайм, поиски. Я за 2 года жизни в ИХ ни разу не слил свои каветеры. Ни разу. И накопал за это время огромное количество, просто невероятное количество руды. Поэтому вы понимаете, что мы даже себе примерно предположить не можем. А чё оно меня так повело? Ну окей. Сколько эти ребята со своими оровскими стрипами. Легко вообще, легко. Изи байт. Изи байт. Сюда. Бессовестный ты, в смысле? Большое спасибо за поддержку. Я знал, как вас забайтить. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, вот видишь, ты молодец, ты вот все, ты осуждаешь. Пожарный. Осуждаю. Осуждаешь. Все, смотрите, ребят, доказательство на стриме было на экране. Если вы тоже осуждаете, донатьте Дуа Прайм на этом самом Donation Alerts, заходите, донатьте, вот, осуждение ваше, максимально, респект, респект. Спасибо большое за поддержку. А ты копалки сканишь перед тем, как ганкнуть? Да, да. Скева, да, я обязательно сканю, то есть я просто так всех подряд не гангаю. Это исключительно только ради наживы, ради профита, чтобы люди понимали, как это все происходит. И, конечно же, есть ситуации, когда суицидники могут убивать просто Т1 копалку, просто потому что, ну, у меня есть подозрение, что они всем подряд рассылают сообщения о том, что, мол, вот если ты не хочешь, чтобы мы тебя убивали, заплати нам иски. Если ты нам заплатишь, мы тебя убивать не будем. Вот всех майнеров, кто у них там в списке есть, новенький, кого они видят, он у них там не в плюсах, не в минусах, они все туда записывают и отправляют им письма. И возможно, вот когда эти наглые майнеры, зажравшиеся, осуждаю, пишут, что нет, пошли вы, козлы, сами знаете куда, они просто их, ну, они могут себе позволить, у них уже там столько иск, они могут позволить. Они просто специально прилетают и суицидят такого чела просто из принципа, чтобы человек понимал, что ему может угрожать. А дальше уже человек как бы должен сам изучать механики и принимать решение, что ему делать для того, чтобы таких ситуаций больше с ним не приключалось, как бы. И для этого нужно зайти на YouTube, Дуа Прайм, подписаться, посмотреть стримы, спросить зайти у меня на стрим. Что делать, посоветуй. Я расскажу, что делать. Но ни в коем случае не платите им бабки. Ни в коем случае не платите им бабки. На самом деле все намного проще, чем вы думаете. Все намного проще. Просто не платите им бабки. Раз заплатите, все. Эти ребята, они никуда не денутся, они не остановятся, и они всегда найдут себе новую жертву. Просто ваша задача сделать себя максимально неудобной жертвой, чтобы им было лень
за вами охотиться, вас искать. Но я вам по секрету скажу, в этой игре абсолютно легко можно найти любого человека, если вы, конечно же, не ВХшник. Если вы ВХшник, вас чуть-чуть сложнее найти, но тоже можно. Абсолютно никаких проблем нет. Любых ВХшников можно найти. Любых. Было бы желание и иски. Всех находят в этой игре, поэтому не пытайтесь спрятаться. Вот. А в хайсеке, лоусеках, нулях вообще есть агенты специальные, они вас спалят. Вот так, да. Да, жестко. Сейчас меня только больше при гибели корабля раздражает то, что я потрачу время на возвращение к исходному состоянию, взять новый корабль, прилететь на то же самое место и так далее. Самое ценное время. Согласен с тобой. Но в этом плане здесь мне помогает вот одна простая, как сказать, мысль. Я просто вот сделаю так, чтобы я понимал, что мне не нужно тратить много времени для того, чтобы, ну, скажем так, чтобы мой результат не откатывался слишком сильно назад. То есть, условно говоря, ты берешь корабль с какой-то определенной целью. Ты хочешь, допустим, заработать. Твоя задача в первую очередь это открабить стоимость корабля. Если, чтобы в случае его потери ты ничем, ну, ты вернулся назад, да? И уже дальше зарабатывать. Вот это самый опасный момент вот на этапе, когда ты открабливаешь стоимость корабля, вот этот самый опасный момент. И чем дешевле твой корабль, Ньюмайер рейдик проводит чат. Всем привет. Спасибо большое Ньюмайеру за рейд. Привет, привет. Привет. Спасибо большое. Так, чат, давайте розыгрыш устраиваем. Там выдали новые партнерские покраски на Суккубус. Поэтому давайте, кто еще не выиграл у Ньюмайера, у меня сейчас выиграете. Вот, все, что нужно сделать, это плюсик ставить и все. Ставьте плюсы в процессе движения, мы будем разыгрываться. Новых плюсов ставить не нужно. Мы сейчас летим... Мы сейчас летим. Ой, я сказал, куда мы летим, но вы поняли. Флотом моим из 10 окон будем копать лед. Попробуем, по крайней мере. Возможно, нас там уже примут суицидники. Я не знаю. Я сам на предпоследних, ну, на последних стримах занимался этим хорошим или нехорошим. Тут уже, как вы сами решите, занятием. Вот. Опять розыгрыш, ну давай, надкрекер, ну давай, ну ставь плюс свой. Давай уже, ставь. Всем привет, вас так много, простите, я не буду всем этот самый читать ники, потому что потом кто-нибудь обидится. Вот, ну, мистер Лео, привет, Офман, привет, надкрекер, привет, Скева, привет, Каракал, осуждаю, привет, Ник Шпик, привет, Крейзи Шензи, привет. Спиди, привет, Алексей Краснов, привет, Темнота, привет, Вулив, привет, так, Акустик, привет, Марк, привет, Злой Ежик, привет, Вячеслав, привет, Фоза, привет, Офман, привет, по-моему, по второму кругу, Life Object, привет, Лайоут Артист, привет, Тряскан, привет, ой, и Сипионис, Петрович, вроде всех, Юликио, привет. Так, давайте, в общем, мы долетаем, и когда долетим до системы, я разыграю. Если что, покраски еще разыграю в Телеграме, поэтому не стесняйтесь. Подписывайтесь на Телеграм-канал Доа Прайм в поиске в Телеграме. Там у меня выходит интереснейшая статистика. Первая, это цена на руду в нулях, в хайсеке и в ВХ. Вторая, это цена на мунматы тоже R4, R8, R16, R32 и R64. Третье, это цена на лед. Тоже весь лед, если хотите покопать, интересно посмотреть стоимость льда, какой лучше всего копать, подписывайтесь на Телеграм. В четверг у нас выходит статистика по количеству уничтоженных цитаделей и структур игроков за неделю. А в пятницу царская статистика по уничтоженным майнинг-баржам. Поэтому, если вам такое интересно, не стесняйтесь, подписывайтесь на Телеграм. Вот сейчас мы чуть-чуть покопаем. Я надеюсь, там никто не выкопал все еще, пока я лечу.
И потом мы посмотрим с вами эту статистику. Я запишу видосик, и потом запись будет на ютубе. Вот, каждую неделю я теперь сначала публикую в Телеграме. Ну, сами понимаете, нужно же как-то людей завлекать в Телеграм в первую очередь. А потом делаю обзор на ютубе. И каждую неделю на ютуб-канале Duo Prime, тоже Duo Prime, везде Duo Prime и все. Выходят мои обзорчики. Ну и кто не знает, экономические отчеты там иногда... Ну, людям не всем нравятся экономические отчеты, я прекрасно это понимаю. Там одно, в принципе, и то же. Редко, когда прям что-то меняется. Вот. Тряска нью он. Вот, ставьте плюсики, не стесняйтесь, ребят. Ставьте плюсики и подписывайтесь на Телеграм. А мы сейчас долетим, и будет розыгрыш. Я настрою. Вот, от вас что нужно, это никнейм свой подготовить, игровой. Пишите ник, я записываю, потом вам отправляю контракты с покрасками. Я решил, что я не буду больше отправлять код, потому что с кодом там какая-то фигня. Я отправил, человек пишет, у меня не активируется. Мне пришлось ему другой код отправлять. В общем, не хочу больше с кодами. Буду вам просто покраски отправлять и уже активировать код сам, а вам скидывать покраски. Поэтому заготовьте ваши никнеймы, чтобы они там у вас были. Если вы с телефона, там скопировать, вставить, чтобы у вас было удобно. Вот. А так, да, занимаемся, значит, мы здесь раньше занимался планетаркой. Так, ну пока, слушайте, пока все нормально. Челы подтягиваются, но пока... у меня ж есть, правильно? Давай посмотрим, я не помню. У меня тут все есть, да, депошечка есть. Мы сейчас переобуемся, юниты есть. Все хорошо, топливо у нас есть. Отлично. Все чудесно. Ну, конечно, heavy water мало, но ничего страшного. Я думаю, на этот цикл хватит. Сейчас покопаем. Покажи народу картинку, где ты в кителе. Да, сейчас. Так, стой. Duo Prime, вот мой телеграм. Смотрите, какая у меня есть картиночка, Чат, четенько, да? Опа, смотри какой. Красавчик, Вот, хотите посмотреть, чем все закончилось? Заходите на YouTube канал, там первый видос, последний стрим. Там нормально, так я повырезал. Заходите, не стесняйтесь. Вот, подписывайтесь на телегу, видите, у меня там прикольные картинки, вот это все дело, там смешные, веселые мемчики. Все как вы любите. Если вам сильно будет мешать, можете кинуть этот самый... Обезвучить канал, но не советую. А то потом... Я разыгрываю крутые покраски. Разыгрываю там стартовый этот пакет второго уровня разыграл. Чел просто АФК. Просто не приходит. Я говорю, я не буду писать тебе. Ты участвуешь в розыгрыше, жопа ленивая. Зайди, проверь. Так, давайте мы сейчас перефитим это все дело. Вы видите, челы уже подтягиваются. Это просто что такое? Алло, это мой лед. Так, Китель в студии, Вархаммер, да. Так что подписывайтесь на Телеграм, смотрите, Duo Prime. Вон, пишите Duo Prime. Все, пожалуйста, первая ссылка Twitch, вторая YouTube. Заходим на YouTube, смотри. И здесь вот, пожалуйста, смотри какой. Тут вам... И, пожалуйста, майнер должен страдать, знак вопроса, и перевод скопа на русском. И обзор разрушений и шорцы прикольные. Смотрите, сколько у меня шорцев. Зайдите, обязательно все шорцы пересмотрите и напишите, что стример Нубас. Можете дизлайк поставить, лайк поставить. Посмотрите, сколько. Я на протяжении месяца каждый день выкладываю шорцы. Я вам отвечаю. У меня уже там куда? Сейчас, чатик, сейчас я зафичусь и будем... Так, это сюда. Это сюда. Все включили. Все, мы готовы с вами. Так, подключаем. Угу. Так, все, ну, вроде все. Поехали. Сейчас я все, бонусы раздам. Так, вот это убрать, да. Ой, резисты не включил. Так, чекаем локал, если что, конечно же. Мало ли что. Так, и давайте, сейчас я раскину быстренько.
И будет розыгрыш. Буквально секундочку. Не кладите трубочку. Вот если кто-то хочет покопать, прилетайте ко мне. Только если копать вы хотите. Суицидникам не разрешаю прилетать. Все, сразу сказал. Не, можно прилетать, только Халки этот чур суицидить, не меня, поняли, да? Вот. Письма потом с компенсом на Duo Prime выставляйте. Шутка. Так, сейчас мы вот так вот происходит эта копка, ничего сложного. Вот это вот майнеры жируют. Добывают этот лед, понимаешь ли. Да, если вы в шоке от контента, конечно, то, пожалуйста. Опа, а чё? Чё ты настройся, алло. Ссылка на донат в описании канала. Можно поддержать стримера копеечкой. Буду вам очень благодарен. Так, и все, мы начинаем разыгрывать. Стоп, нет, не начинаем. Извините, мне нужно еще сделать, чтобы у меня показывал отсек с рудой. Сейчас, чатик, одну секунду. Вот это вот, вы думаете, это легко? Это очень сложно. Это мультибоксинг next level. Это вам не в почине вот эти вот, там эти на паладинах вот это вот занимаются. Тут серьезная игра, вы понимаете? Вот так вот, да, так. Обновить подскан. Порку выбрать. Открыть. Ой, это не то. Стоп, извините, открыть. Где мой? А, у меня ангар не расшаренный с последнего флота, да? Все, расшарил. Так, а вы готовьтесь, да. Сейчас будет розыгрыш. Ангар. Ангар. Сейчас, одну секунду, чат. Я еще буквально полминутки открою ангар флота, и мы с вами будем интерактивить по полной программе дальше. Я понимаю, что это, возможно, кажется что-то какое-то кринги, но это не кринги. Это супер крутой геймплей. Вы не шарите просто. Так, все, да, все, сжать работает. Сжималочка работает, сюда. Вот, и еще, если вам нужны эти Ore Ice стрипы, то обращайтесь тоже, выполняю заказы. Единственное, что от вас требуется, это ник персонажа передать, у которого нужно эти Ore Ice стрипы забрать, ну вы поняли. Пишите мне ник. Фит Халка или Макина вы скидываете, и я вам по дешевочке выполняю ваш заказ. Так, все, поехали. Поехали, значит. Победил у нас сейчас кто? Марк победил. Красавчик Марк. Пиши свой игровой ник. Поздравляем всем чадом тебя. У меня тут, по-моему, даже кнопка есть похлопать вроде бы, да? А ну. Не работает. Не работает. Ну и хрен с ней. Что-то сломалось там, не работает. Марк, ты здесь? Марк, ага, все, хорошо. Так, я сейчас запишу его. Не подглядывайте. Не подглядывайте. Так, отлично, записал. И поехали дальше. Так, ставьте плюсы там, кто не ставил. Если вы подтягиваетесь по ходу стрима, ставьте плюсы. Задавайте свои вопросы, если вы давно хотели вот это бросить. Это несчастное ПВП, вот это вот никому не нужное, которое только боль приносит. И единственный момент, когда вы получаете удовольствие от ПВП, это на стримах без 100. Вот, поэтому давайте, становитесь нормально, это самое, майнерами, планетарщиками, пишите вопросы, буду отвечать на ваши вопросы, может быть у вас... Только на моем стриме вы можете спросить что-то про майнинг, и вас никто не осудит, да. У тебя 10 окон себя окупает копкой в хайсеке. Нет, у меня 10 окон себя окупает СП-фермой. Стример Нубас не убрал картинку назад. Какую? Все убрал.
Все убрал. Жито 4.4 и начинает меня отслеживать. Спасибо, Жито 4, за фоллоу. По-моему, ты меня когда-то уже начинал отслеживать, нет? Что-то мне подсказывает, когда-то ты меня уже начинал отслеживать. Может мне показать. Может это Амар, а не Жито был. Возможно, или Хек. Вот, сейчас чуть-чуть покопаем лед, пока вот эти вот не налетели вот эти вот. А потом будет обзор. Ну, вы можете себе заспойлерить обзор и пойти в Телеграм мой посмотреть. Но не спойлерите себе, просто подождите. Мы сейчас быстро это все выкопаем, и будет обзор на то, сколько уничтожили цитаделей и сколько уничтожили барж на этой неделе. Я лично приложил усилия на этой неделе. Я сколько? 3 баржи уничтожил, чат. Представляете, какой плохой стример. Все. Дизлайк, отписка. Днем я добрый майнер, копаю, а вечером превращаюсь в этого самого пирата. Вот. Если хотите, чтобы больше майнеров погибало, не вас, а ваших конкурентов, ставьте лайки на ютубе. Моему последнему стриму вот, будет больше конкурентов ссоры с трипами погибать. Ну, а если не хотите, ставьте дизлайк. Там 4, по-моему, или 5 дизлайков уже есть. Обиженные майнеры поставили дизлайки. Я их понимаю, чат, я их понимаю. Но просто они не понимают. Может, это те, которых я засуицидил. Возможно, не знаю. Привет, слышал о новой мете с альфа-СП фермами. По поводу альфа-СП ферм нет, не слышал, но я не представляю себе, насколько это может быть, ну как сказать, интересно. То есть это просто нужно создать кучу персонажей, выкачать из них один раз СП, как я понял, и забыть. То есть, если применение дальнейшее. То есть, я так понимаю, это можно, условно говоря, создать кучу персонажей, подождать акции от CCP, когда они раздают бесплатные СП, потом выкачивать эти бесплатные СП, возможно. Ну, я так вижу это. Плюс там еще типа 1 миллион дают, вот этот вот бесплатный, его тоже можно выкачать. То есть, ты создал персонажа, 10 персонажей создал, каждого через рефералочку пропустил, каждому дал по 1 миллиону бонусному, который можно не активировать. Да, сразу. И потом прокачал 5 миллионов СП, активировал этот бонусный 1 миллион, выкачал 2 банки с одного, выкачал 2 банки с другого, и так пока тебе не надоест. Ну, я сюда пришел в игру играть, поэтому я таким пока не планировал заниматься. Плюс я партнер, мне CCP одно окошко оплачивает, поэтому у меня вообще халява. Вот, а так основные окна, вот все окна у меня оплачиваются через СП-ферму. То есть на каждом окне у меня 3 персонажа прокачанные, и эти 3 персонажа выкачиваются СП. Ну, там надо считать. Мне вам сейчас сложно сказать. Есть разные акции, нужно смотреть. Плюс, опять же, вы, помимо того, что у вас, получается, как бы окно само себя окупает, вы еще сверху можете это окно напрячь. Допустим, заниматься планетаркой, или, допустим, крабить, или, допустим, майнить. Соответственно, у вас и так бесплатное окно, и сверху плюс еще все иски, которые оно заработает, вы можете использовать на расширение, так сказать, своей флотилии. Копайте, но... Так, 3 баржи. Вот как-то так. Поэтому да, если что, самый прибыльный способ на текущий момент я для себя увидел, это лед. Я хочу еще попробовать майнинг мунматов, но пока для майнинга мунматов мне нужно прокачать кристаллы. Потому что в хайсеке только одна руда, точнее только одни кристаллы, это вот эти вот, как они называются, Ubiquitous. Короче, да, my English perfect. Вот. Ubiquitous. Вот эти вот, я их прокачал, в принципе, так что я теперь могу использовать. Возможно, на ближайшем стриме
я находил в 0.5 системах атоноры, и эти атоноры, там была руда выкопана, ну, взорван. И там чел, вот, кстати, я на последнем стриме нашел. И там чел копал. И я его 2 раза прилетел, засуицидил ему вообще. Ну, на 3-й раз он научился нажимать кнопку от варпа при появлении в локале каких-то непонятных типов, которые его уже 2 раза слили ему баржи. Поэтому, если что, можно копать в системах 0.5 мунматы, но я не копал ни разу. Хочу покопать, вот в дальнейшем на стримах еще покопаем мунматы. И посмотрим, насколько это прибыльно. Пока я не могу сказать. То, что хайсечная руда говно, это, я вам говорю, говно. Не копайте хайсечную руду. Лед вот неплохо. Лед неплохо. Ой, а давайте мы с вами посмотрим. Давайте мы с вами посмотрим. Я просто не помню, где наши бонусы. Приложение, лог сообщений. Смотрим. 18:32, это уже, ой-ой-ой, убежала куда. Блин, надо было... Так. У меня даже не сохранено, когда я прилетел. Ну ладно, мы на стриме потом посмотрим. Можно, в принципе, по бонусам посмотреть. Сколько цикл действия у бонусов? 36 секунд. 36 секунд умножить на... Так. Мы копаем 8 минут, что ли? Серьезно? Что-то как-то обманывают, по-моему. Так. Да, куча персонажей, 100-200 аккаунтов. С каждого выкачать 1 миллион СП. Это 600 миллионов иск. Плюс амиги халявный на 3-7 дней. И награда за вход в игру. В год до 1 ККК с одного аккаунта. И нужно качать только 1 персонаж на ак. Ну, видишь, это надо подождать. Тебе нужно будет подождать. То есть это ты сразу не сможешь залететь, так сказать, с 2 ног. Но с другой стороны, если у тебя есть куча свободного времени, и ты не любишь крабить, и тебе больше нечем в этой игре заняться, кроме как создавать аккаунты бесплатные, то может быть это и вариант. Я как бы не осуждаю. Это уже проблема CCP, пусть CCP с этим разбираются. Возможно, нас ждет что-то наподобие, как было, как было с светофором. То есть светофор сделали таким образом, что альфа-персонажи не могут переключить светофор на на красный, по-моему, да? Или желтый. То есть, возможно, нас будет ждать что-нибудь такое. Хочешь выкачивать банки, становись омега, и тогда будешь выкачивать банки. Не можешь омегу, значит, не выкачиваешь банки. Возможно, нас ждет что-нибудь такое. Но хотя для тех, кто возвращается, это будет, конечно, грустно, потому что ты не сможешь тогда выкачивать... Хотя можно сделать просто лимит, допустим. Можно взять лимит поднять выше 5 миллионов, но тогда грустно будет. Придется что-то докачивать. В общем, не знаю. Пусть CCP пусть об этом переживают. Пусть об этом переживают CCP. Так я подождал год, не играл в игру, вернулся, насобирал иск, много иск. Ну, красавчик. Что я могу сказать? Молодец. Если, как бы, ну, игра это позволяет, то почему и нет? 0 осуждений, максимум понимания. Так, меня уже напрягает это. Давайте что-нибудь другое включим. Музончик. Так, вы плюсики ставили? Все здесь? Сейчас, через буквально 3-4 минуты будет розыгрыш. Если кто-то новенький заходит, пожалуйста, ставьте плюсики. Серафим, привет. Если вы уже ставили плюсики, не надо ставить новые плюсики, сразу говорю. Все, кто уже ставил, не надо ставить. Только новички, кто на стрим подтягиваются, ставьте плюсики. Я в процессе стрима еще буду периодически разыгрывать покраски на суккубус партнерские. Вот, я, если что, хотел похвастаться. Я за сентябрь месяц провел так-то 16 стримов.
Вот, и в общей сложности там получилось что-то около 50 часов стримов. Я сам от себя не ожидал, что я могу столько много стримить. Вот, как-то так, да. Так что я молодец. Почти почти через день был стрим. Вот так вот. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на Twitch, фоловьтесь, и на Telegram тоже подписывайтесь. Там уведомления о стримах. Плюс я обычно попозже Майера стримлю, поэтому если вы переживаете, не переживайте, у нас с Майером не совпадает, так сказать, расписание стрима. Вам не придется выбирать, смотреть любимого стримера или меня. Это я для рейдеров говорю, конечно же. Хотя ну давайте честно признаемся, наверное, никто не смотрит только одного стримера. Я сам, когда захожу на Twitch, я вижу, кто стримит, я сразу иду ко всем, захожу, здороваюсь, спрашиваю, как дела. Вот, и смотрю, у меня обычно там 2-3 стрима могут быть открыты одновременно. И периодически там могу общаться. Я думаю, так многие делают. Ну, если с компьютера. С телефона, конечно, посложнее с этим делом. Вот, а с компьютера вообще изи. Тем более, что бывают разные моменты на стриме. Иногда скучно, иногда весело. На другом стриме весело резко становится. Надо не упустить момент. Да, ну, если вы что-то интересное на моем стриме услышали и переживаете, что вы это больше не услышите, не переживайте, будут записи на ютубе. Я сейчас настроил так, что у меня звук музыки не идет на стрим, на YouTube, поэтому могу спокойно все записи выкладывать, плюс делаю шорты. Опа, орочка подтянулась. Да-да-да, чел, просыпаемся, просыпаемся. Ты пока спал, прошел такой шторм. Я смотрю только двух стримеров, Прудникова и До Прайм. Понял, спасибо, спасибо, сердечко. Сердечко. Иди, напиши Прудникову в Телеграм, чтобы он подрубал стрим, а то он вообще расслабился. Что-то его... Я не понимаю, что он расслабился. Пусть стримит. Ну, смотрят люди Еву, стрим Еву, что ты паришься? Стрим Еву, какая разница? Ну, тебе ж нравятся стримы, ты ж получаешь от этого удовольствие. Заходи, стрим, включай. Включай. Юра, давай, подрубай. Мы ждем. Возвращайся. Чтобы стримить Еву, не обязательно 20 окон. Давай. Так, вы плюсики поставили, да, все? Давайте, ставили плюсики. Надеюсь, написали ники. Победил у нас... темнота победила. Темнота. На самом деле грустно, конечно, что темнота победила. Хотелось бы, чтобы свет побеждал всегда. Ну ладно, темнота. Если ты здесь, пиши свой игровой ник. Поздравляем тебя, ты выиграл партнерскую покраску на Суккубус. Я не знаю, сколько они стоят. Кто-нибудь чекал житу там? Почем контракты? Или, может быть, она просто на рынке продается? Кстати, если вы думаете, это так легко, смотрите, у меня цикл 34 секунды. На секундочку 34 секунды разделить на 10 окон, это 3,5 секунды на окошечко. Так-то, понимаете? То есть нажал сжать и уже нужно переключаться. Очень быстро идет добыча, очень быстро. У меня уже куча господи, этот самый. Так, он здесь? Нет, не здесь, да? Убежал. Да, кстати, если у кого-то есть возможность, стример наглый, вот, можете подписываться на мой канал. У меня прикольные эти самые бейджики у подписчиков. Я старался, делал. В скобочках. Нагло скоммуниздил. Вот, так что подписывайтесь, я могу вывести деньги с ваших подписок на карту. Если у вас есть возможность, подписывайтесь. Если не хотите смотреть рекламу. А там, кстати, интересно, вот если ты подписчик
Ты рекламу не смотришь на всех стримах или только на том, где ты подписан? Я вот это не шарю. Наверное, только где ты подписан, да? Ха-ха, вот это подстава. Почему не копаешь на прокуроре или ретривере, не на чили? Потому что нельзя дать другим майнерам выкопать все. Я должен быть тем майнером, который все выкопает. Я не ленивая жопа. Я сюда пришел копать, поэтому у нас тут будет жесткая копка. Я вам покажу, как надо копать. На чили это не для нас. Я не люблю чил. Мне нужно что-то делать, что-то кликать. Я в игру поиграть зашел. Я почилить могу на диване. Мне нравится экшен. В кавычках. И мне надо купить мои каветеры. А то, не дай бог, суицидники прилетят, сольют мне каветеров Т2. Так, там что-то кончилось, да? Мне показалось. Да. Оп, смотрите, уже выкопали мы что-то с вами. Нужно обновить циклы. Так. Слушай, давай я гляну. Так, он не пришел, да? Давайте следующего выберем. Темнота не пришел. Пишется Twitch Prime, понял. Live Object, ты здесь? Ты должен быть тут. Пиши свой ник, если ты здесь. Live Object. Оп, я здесь. Здесь. Надо там буфер настраивать, короче. Все хорошо, сейчас скопирую твой ник. Окей, сейчас, секундочку. Вот кто новенький, ставьте плюсики. От Гуарта нет никакой рекламы, ну или подписка. Ну, я не шарю, у меня, по-моему, только от Гуарт стоит и все. Да что такое, ля, потери кадров, жесть. Ну, не души, интернет, это хитеры. Опять хитеры душат. У меня этот самый. У меня лагает интернет сейчас. Надо записать. У меня лагает интернет, чат. Лагает. Жестко. Вот, сейчас вроде стабилизировалось. Сейчас вроде все хорошо, зелененькое. Да дудосят эти вот это вот хейтеры. Я буду делать вторую пачку с 200 аккаунтов и каждого вкачаю по 1 миллиону СП, пока CSP не закрыли. Ну, ты смотри, твоя задача сейчас получается успеть создать персонажей, чтобы у них повисли эти миллионы СП, потому что они там, по-моему, появляются вот здесь, да, в выдаче предметов, насколько я помню, и ты можешь их не активировать, они у тебя просто висят, поэтому да, иди делай, пока не прикрыли. На самом деле, кто не знает, кто новенький, не застал, раньше альфа-персонаж не мог поставить длительность прокачки навыков больше суток. И ни о каких альфа-СП-фермах вообще речи не шло, потому что это был адский труд, надо было каждый день заходить и ставить скиллы на прокачку. Ну ладно, если там в пятерку, конечно, уже в пятерку можно было не ставить, он там неделю качался или две. Вот представляете, то есть нужно было вот это все контролировать, мониторить, а если у тебя там 100-200 аккаунтов, то потом я обнаружил для себя неожиданно в один момент прекрасный, что оказывается уже не нужно качать каждый день скиллы ставить, а они ставятся там хоть на весь период прокачки, и я так обрадовался этому факту. Так, а я хотел посмотреть, сколько у нас осталось. У меня на сколько лазеры бьют? 28 километров. Значит, вот еще... А как там я делал?
А как я делал? Я как-то делал поставить цель. Стоп, стоять. Сейчас, одну секунду. Тормозим. Управление. Так. Пометить предмет. Ага. 7. Подметить предмет как 1, маус 5. Во. О. О, смотри. Вот. А ну-ка, если я сейчас... Или это во флоте? Нет. Не понял. Опа. Чат, а вы не знаете, почему этот персонаж у меня плюсиком, чат? Это знают только те, кто заходит ко мне на стримы часто. А я знаю, что этот персонаж у меня плюсиком помечен, а вы не знаете. Кто знает, а ну... До Прайм, разъясни, пожалуйста, стратегию Жита 4.4 относительно Альфа СП фермы. Смотри. Смотри, ты... Сейчас, одну секунду, у меня просто сейчас эти станут... Блин, у меня остановились. Сейчас, одну секунду. Значит, смотри, ты создаешь персонажа, как для СП фермы, обычной, моей, которой я видос записывал. Одного. Ставишь на прокачку очередь навыков на 3 месяца прокачивать 5 миллионов СП. И прокачиваешь их. И вот когда ты их прокачиваешь, там получается каждому новому аккаунту, если ты активируешь реферальную ссылку, дается 1 миллион халявный СП. Раньше он давался просто, начислялся персонажу сразу вот сюда, то сейчас это отдельный предмет игровой. И получается, ты можешь этот предмет не активировать сразу. Соответственно, дальше ты просто прокачиваешь своего персонажа, как обычно. И когда ты его прокачал, ты просто добавляешь, активируешь этот 1 миллион, и у тебя вместо 5 миллионов с половиной, или сколько там максимум на альфа персонаже, я уже забыл, честно вам скажу. У тебя становится вместо 5,6, ну там или 5,5, 6,5. И ты, получается, можешь выкачать 2 банки с персонажа. Поняли, да? И получается, ты с альфа-персонажа, ничего не вливая абсолютно, можешь получить халявные 600 миллионов. То есть с одной банки ты получаешь 300 миллионов плюс-минус, и тут получается у тебя халявные 600 миллионов. Ты ничего не делал, просто его поставил на прокачку, забыл об этом персонаже на полгода, через полгода зашел, выкачал этот халявный 1 миллион 2 банками и пошел дальше. Этого персонажа можешь там, что хочешь, можешь с ним делать, можешь его не использовать. Плюс еще есть, когда CCP дает бесплатную омегу, то можно зайти, этого персонажа активировать омегу. Допустим, еще настроить на нем планетарку, если тебе не впадлу. То есть вообще там прям куча разных штук можно сделать. Надеюсь, я понял. Думал, покопаем спокойно. Ну, пока мы копаем. Я, конечно, могу сейчас 5 окон чисто случайно докнуть и андокнуть другие 5 окон чисто случайно. Это, мне кажется, будет вообще... Как вам, чат, такое, а? Это, мне кажется, будет супер next play, а? Move. Представляете, просто ты берешь, 5 барж докаешь, 5 каталистов андокаешь, при этом твои баржи продолжают с оркой копать. Прилетают какие-то 5 непонятных каталистов, скобочков понятных.
в скобочках понятных, и суицидят Халка, который у меня помечен плюсом. Почему? Потому что у него оровские стрипы. И я его еще не суицидил. Ну, вы поняли. Он у меня помечен плюсом, это значит, что челик хороший. Челик хороший. Только, по-моему, я его как раз... Вот этого Нормана я не успел. Он, по-моему, отварпал. Давайте по киллборде чекнем его сейчас. Потому что у меня всех, кого я пометил, практически киллборда, не тупи. Да, если кто-то новый подходит, ставьте плюсы. Мы разыгрываем тут периодически. Да, видишь, у него даже киллов нет, смотри. Его даже не высвечивает его киллборда, этого чела. То есть он вообще нет ни одного слива. Вот понимаете, насколько наглый? Опа, а что это? Капсула какая-то. А ты кто? А ты кто? Делаем только пятюкан. То есть, видишь, вон он, пожалуйста. У него оровские стрипы. Это 100%. Этот чел, вот, видите, он у меня... И у этого оровские. У всех у них оровские стрипы. Мне просто надо заниматься вот этим вот выдачей кораблей и так далее. Мне пока. Хочу просто покопать. Мы потом, если что, найдем. Вы не переживайте. Мы сейчас покопаем. Потом у нас по плану обзор разрушений за неделю цитадели и барж. Я еще хочу сделать красивую эту презентацию, чтобы у меня была. Ну, пока с Телеграма просто посмотрим мои картиночки и все. А потом в дальнейшем я сделаю еще, чтобы у меня красивая презентация именно для стрима была. Ну, планы, короче, планы масштабные, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм, ставьте лайки под этой новостью, если вам такое заходит, контент. Напоминаю, у меня в Телеграме каждую неделю публикую статистику по уничтоженным цитаделям и по уничтоженным баржам. То есть там расписано, сколько цитаделей, какие... В каких хайсеки, лоусеки нули и вкусные самые киллы тоже публикуются. Поэтому, если вам такое интересно, подписывайтесь, не стесняйтесь. Стараемся делать какой-то уникальный контент для комьюнити Евы. Надеюсь, вам такое будет заходить. Ну, надо ж быть как-то, да? Уникальным. На Хероне уже сканить не вариант. Перевозками заниматься тоже. ПВП я уже старый, ПВП заниматься. У меня нет столько времени. Альянс свой тоже создавать не буду. Донатера не найду, этого шейха. Поэтому как-то так, чат. Кстати, вот мне вот интересно ваше мнение, сейчас буду вас байтить. Вот как вы относитесь к донату в Еве? Не в том плане, что вы можете просто купить себе подписку Омегу, это нормально, да? А вот в плане доната, что вы, условно говоря, можете себе донатить на корабли, то есть донатить на зарплату мемберам, донатить на поддержку вашей инфраструктуры всей полностью. То есть вам не нужно там строить лед какой-то, копать лед, строить топливо. Вам не нужно ни о чем заботиться. Вы можете все это купить в жите, привезти, нанять людей. Вы можете все, ну там все. Короче, вы можете все себе купить. Вам не нужно ничего строить, вы можете все купить. Или вы можете не добывать, вы можете в жите купить необходимые ресурсы и построить. Ну или не в жите, у каких-нибудь крутых майнеров там, я не знаю. С другого пауэрблока, допустим. Как вам такое? Как вы к этому относитесь? Что человек может взять кредитку, постучать по столу и оплатить всю инфраструктуру себе. У кого-то не хватает искок на компенс, пожалуйста, компенс будет. Всем мемберам выдадим компенс исками.
с кредитки. Не нужно там красноглазить, налаживать сложную вот эту всю структуру крабства там. Вас могут 24/7 этот самый кемпить, лампы вешать. У вас иск. Плекс продал на рынке, и все, иски есть. Навалите. Крабить не нужно больше. Так и делаю. Все правильно, Акустик, правильно. Нужен шейх, который придет и будет донатить 10 миллионов плексов в месяц на новый пятый паверблок, который победит гунов и инитов с фратами и бобрами, или как там зовут этот четвертый паверблок. Так, гуны, иниты, фраты и хурда, по-моему. Бобрами. Хорд, орда. Вроде бы так они называются. Ну, там, кстати, сейчас в пабликах разгоняется информация, что из хурды очень большое количество аккаунтов или корпораций, или персонажей, или людей живых отваливается. Там что-то около 1500 человек аккаунт, ну, персонажей, короче, отвалилось. Не живых человек, а 1500 персонажей. Ну, пускай каждое там по 5 окон, пускай там на каждом окне по 3 персонажа, то есть пускай это может быть, ну, 200 человек, 250 так-то. Живых, легко. Легко, 250 живых человек может быть. Или это просто чистка? Или это повыгоняли? Сами. Корпорация сама повыгоняла. А что эта капсула висит возле меня? Это типа наводчик, что ли? Это наводчик, да? Он висит, ждет? Это наводчик по-любому. Видите, это наводчик. Он висит, ждет. Сейчас прилетят меня суицидить, мою орку. Очевидно. Вот у меня... Я жопой чувствую, чат. Я жопой чувствую. Надо переварпать. Прям вот жопой чувствую. Надо переварпывать. Мне не нравится это яйцо. Да-да-да. Угу. Где-то я такое уже видел. Я видел ролик на ютубе, который начинался точно так же. Какое-то подозрительное яйцо, которое просто, блядь, висит яйцо. Это что? Это типа... В чем прикол яйца? Можно в Атлане посмотреть на хурду. Там история есть, какая корпорация шла и куда. Опа, яйцо улетело. Ха! Яйцо ты куда? Яйцо ты куда? Вернись. Ты чё? Лол. Яйцо ты куда? Ну, началось вот это. Да я пошутил, возвращайся. Не, чат, вы видели? Постоял и отварпал. Нормально так делать. Ой, у меня один лазер не работает, я болтаю. Хурда недавно кикала те корпорации, которые не предоставляли информацию о капиталах и не строили, и не качали дреды Мазера. Ну, слушай, так-то дреды вот эти все Мазера, ты понимаешь, насколько это сложно все? Это все очень сложно. Так, а я забукал какой? Вот этот. То есть с него так где-то на 20, да, прилететь или... Ну да. Так, ну что, летим. Летим, переварпываем. Так, кто там? Отвалились? Так, пока на стриме мало людей, Активность в чате минимальная, мы сейчас разыграемся.
Поэтому самое время зайти на стрим. Сейчас будет розыгрыш. Хи-хи. Да отключись, ля. Текс. Где мой? Мубот. Так, победил. Темнота. Ой, извините. Стоп. Вячеслав. Вячеслав здесь? Славик здесь? Слайк, ты здесь? Если да, ты победил, пиши свой ник. У них было 2-3 года на то, чтобы прокачать формат под КТА и построить за свой счет. А, понял. Ну, я в этом не шарю. Вот эти все жесткие штуки. Вячеслав здесь? Да, чат, если кто-то хочет рекламу бесплатную, вон, пожалуйста, вашего никнейма под моей камерой. Нажимайте на оранжевенькую. Вот, смотрите, у вас QR-код появился быстро, наводите телефон. Там 55, по-моему, минимальный донат. 55. Музыка, этот самый. И ваш ник бегает вот тут внизу, красиво. Еще никто, точнее, уже густо, вот первый. У вас есть возможность стать вторым. Так. Буду вам благодарен, конечно же. Так, ты написал. Ага, все, вижу сейчас. Так, суккуб. Угу. Так, все, да, кто новенький, заходите, ставьте ваши. Так, давайте докнемся. Докнемся давайте. Весь лед скинем. Хотелось бы тоже такую покраску, но уже охота спать. Слушай, ну... Если вдруг ты победишь... Если вдруг ты победишь, то напиши на всякий случай свой никнейм. Вдруг ты победишь. Так. Мы докнулись, давайте. Сколько у нас здесь получилось? Так, 350 миллионов на секундочку, чат, мы накопали. За сколько? За... Чё? А, 20 минут это после рестарта. Ну, там еще полчаса, пускай. Ой, ой! Ой, а что это, чат? Ой! Ой, это что? А что это такое? Чат, а что это? Серьезно? Это мне? Чат, это мне? Чат, это мне? Серьезно? Чат, это нам. Так, сюда. Ну, сейчас будет точно next play, чат. Чат, сейчас будет next play. Так, я выложил, да? Так. Так. Вопрос только... Нет, ну мне не нужен мой основной. Я могу другим. Вопрос только, как далеко лететь. Он, по-моему, в Амаре сидит.
Да, он в Амаре. Отлично, 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 отлично. Так. Так, создаем флот. Создаем флот. Не, ну это чат будет прям вообще жестко. Так, летим. Так, меня тут еще, по-моему, на компенсы чат накопал. Можно переобуться. Включаю варп-двигатель. Текс, 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 текс. Что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно лететь. Нам нужно флотик. Так, флотик. Создаем флотик. Блин, подлагивает чуть, извините. Так, теперь нам нужна система. У меня тут пустая, хоть этот. Да, пустая. Так. Плохо, конечно, что у меня прям в системе корабли. Ну, что поделать? Ну, попробуем. Не получится, ну и фиг с ним. Не получится, ну и фиг с ним. Этот же чел не в корпе уже? Да, он не в корпе. Никто ж не поймет, правда? Никто не поймет. Я думаю, никто даже не заподозрит. Так, во втором. Сколько нам нахалка надо? Это 0,6? Ну 5, я беру 5 всегда. Неважно, сколько 5 берем и все. Чтобы не переживать. Правильно? Да. Это, знаете, поговорку: и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вот это я сейчас. Это я, да. Да, чат, это я. Я прям такой вот хочу и то, и то. Сейчас посмотрим, получится у меня или нет. Сейчас посмотрим мы с вами. Если не получится, ну, короче, в любом случае, если что, потом будет разбор. Я просто персов оставлю, мы типа докнулись, там челы разошлись, мы решили там кофейку попить, в дискордике потрещать, а тут какая-то летит команда какая-то непонятная вообще тут. Какая-то непонятная команда летит. Вы не знаете, кто это? Что это за капсулы какие-то, а, чат? Непонятные какие-то капсулы. Блин, надо было сохранить. Ну ладно, мы в принципе можем подлететь незаметно к нему, незаметно подлетим. И этот чел в прошлый раз среагировал. То есть в этот раз он тоже может среагировать. Мы сейчас посмотрим на их поведение. Мы сейчас посмотрим на их поведение, как они себя будут вести, эти майнеры. Мне нужно прочекать. Ого, какой ролеплей класс. Да, да. Мы сейчас... О, отлично. От айсбелта нас не видно. Нас не видно, чат. Это хорошо.
Мы сможем андокнуться из станции, нас никто не заметит. Чудесно, чудесно. Там 28 АУ, они нас на подскане не увидят. На подскане увидят только прям в моменте, когда уже мы будем подварпывать. Чудесно. Главное, чтобы руда не закончилась. Чел у меня уже выделен синеньким, он плюсовой. Я не буду лететь остальными баржами туда. Просто потому, что, ну, это не нужно. Я ушел на перекур. Я ушел на перекур. Все, эти отвалились. Окна, челы пошли отдыхать. Остался один. Вот он наш друг. Вот он наш друг. На Халке с оровскими стрипами. Он, конечно, может быть не оровскими. И я зафакаплю. Но, а вдруг он с оровскими? Вдруг он с оровскими? Так. Короче, наша задача. Сейчас незаметно подварпать туда, посмотреть, где они стоят, кто, что, куда, где. Давай смотреть. Так. А друг наш докнулся, чат. Друг-то наш... А, он у меня не добавлен просто, да? Да, он не добавлен. Его нужно во флот кинуть всем. Добавляйте, ребята, этого друга. Друга себе во флот. У этих уже добавлен, что ли? А, эти пытались его засуицидить. Да? Да, эти уже пытались. Здесь вопрос. Мне как бы всеми заходить сразу? Или не всеми? Он, по-моему, даже в этом же месте и копал. В прошлый раз. Так, давай туда отлетим, потом варпанем в 30-очку, подтопим вот сюда аккуратненько и будем... Я думаю, он тут еще надолго. О! Я забыл депошечку свою. Я забыл депошечку. А я могу тем же другим персонажем подобрать ее, а, чат? Как вы не знаете? Сколько оно весит? Ну, он вроде как с нулевой стоит. Вроде как. Кто заходит повторно, вы можете уже не плюсоваться. Если вы до этого уже плюсовались, вы не переживайте. Так, а где моя депо? Смотрите, смотрите, наглый трюк. Смотрите, показываю единожды. Типа я забыл. Типа я забыл депо. Или чек депо.
И такой невзначай буку сделал. Просто сделал буку. Блин, я ее не могу поднять, вы представляете? Я не могу его поднять, блин. Надо этого логинить. Что, я на орке полечу? Да вы рофлите, не хочу. Ой, короче, из-за депо хай там будет, короче. Тут там все. Это будет так сделано специально. Так, хорошо. Хорошо. Так, мне нужен, получается, кто? Короче, я прилетел, типа пытался поднять депо, депо, ну не получилось у меня поднять, ну ничего, бывает. А ну смотри, скорость 0, видите? Кто это? Это какой-то просто NPC-шек. Разрешение получено. Автопилот отключен. Корабль прибыл в место назначения. Текс. Сейчас у меня появится обзорочка здесь. Вот она. И мы должны красиво приварпать к нашей... Не понял, он у тебя что? А где он делся? Он улетел? Да, он докнулся на третьей баржами своими улетел. Он улетел. Ха-ха. Ай. Ха-ха. Он улетел, чат. Включаю варп-двигатель. Он улетел. На станцию улетел. Все, можно не ныкаться, нас спалили. Он улетел, его здесь нету. Он орка только стоит. Только орка стоит. Все, отбой. Есть Халк какой-то, он далекий. 29 километров. Можно его попробовать. Вот этот вот. Полетели к нему. Не, он может быть на стриме просто есть. Мы же не знаем. То есть это русскоязычный, англоязычный. Я этого не знаю, поэтому... Может быть он нас и палит. Решение получено. Не будем утверждать. Но чел этот в системе, он докнул свои эти баржи. Ну, докнул и хорошо. Докнул и хорошо. А вот этот шнарки гоблин мы сейчас посмотрим. Он на Халке, так что нам в принципе пофиг. Правильно? Нам-то пофиг. Так. Сейчас мы забукаем. Давайте мы сделаем, знаете как? О, я не в ту сторону. Сейчас, короче, будем выводиться. Мне надо вывестись. О, стоп, 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 блядь, стоп, 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 стоп. Не выпускайте дронов, пожалуйста, ребята. У меня уже голова плавится. Да нет, тут все просто, на самом деле. Это тебе кажется.
Я что играю только одним окном, а те 5 окон, они одинаковые по факту своей функциональности. То есть я играю двумя окнами. Одно окно наводчик, которым нужно забрать, а другое окно просто этот, и все. Так, где наша станция? Сюда. И варпануть в 10 нужно будет. Не забыть. Все, идеально? Идеально. Сколько? 9. Отлично. Так. В 10. Запишу себе. Вот это удалим. Все, стоим, смотрим. Стоим, смотрим. Так, отлично. Значит, здесь добавить плюс. Добавить плюс. Добавить плюс. Сейчас будет шоу. И после шоу будет розыгрыш. Поэтому заставлю вас потерпеть немножко. Так, дальше. Кто мне нужен? Торговля. 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 Видите, тот не хочет терять. Такой говорит, не-не-не, говорит. Не-не-не, говорит. А мы говорим, да-да-да. В 10 приварпываем. Так. Дальше. Этот чел. Так, кто у нас? Ты. Этот чел отвалился. Просто вышел. Все, он докнулся, испугался суицидника. Так, эти челы пересаживаются. Так, тут все хорошо. Флот мой выбран. Все. Майнит. Так, смотрим чат. Все, отлично. Давайте. Расставимся спокойно, без спешки. Все. Дальше заряжаем пушечки. Дальше переключаем режим мой флот. Ничего сложного. Так. Перегрев. А что происходит, да? Так, майнеры выбросили дронов. Окей. Так. Эскадрилья точка в 10. Все, полетели. Понеслась, чат. Понеслась. Понеслась, чат. Должны прям четко на него вывести. Смотрите, прям четко. Вы видите? Сообщаю о снижении. Сообщаю о снижении. Сообщаю о снижении. Соответствие нормам Конкорда. Ничего не упало. Ничего не упало, чат. Сейчас посмотрим, что там было в нем. Включаю
У кого килл? Так, вот, килл. Да, были оровские, были, чат. Были, видите? Пипец, тебе не надоело? В смысле? Да я только что копал! Я полстрима копал, Уфик, привет. Я полстрима копал. Я просто начал копать, ко мне насумонились Халки, а я что сделаю? И у меня чисто случайно оказались 8 каталистов на станции запасенные. Я честно, я не специально, они сами меня провоцируют. Вот просто берут и провоцируют, ты понимаешь? Ну, короче, опять грустный смайлик. Не получилось у нас ничего. А этот чертовка, мы тебя запомнили. По-любому на стриме сидит. Копать хасики звучит очень странно. Ты хотя бы бернеров гонял бы или тыловые. Да не, на самом деле тут неплохой искачас. У меня что окна на СП-ферме, поэтому я, ну, вообще не парюсь. Ну, смотри, 645 миллионов. 640... Блин, руки трясутся. Я... Уже вроде все кончилось, а руки трясутся. Чего не трясутся? Ой. Ну, хотя бы оровские были. И видите, он тоненький на самом деле. У него всего лишь 30 тысяч ЕХП. Я не понимаю, зачем они шилдбустеры ставят сюда. Ну, я не понимаю, зачем вы ставите шилдбустеры, честное слово. Он же ж ничего не дает. Лучше бы Хардинер втулил бы себе. Тем более он сюда лезет. Еще и амплифер первого уровня. Так, ладно, чат, все, заканчиваем. Давайте. Сейчас будет самое интересное то, ради чего вы здесь все собрались. Это розыгрыш, а потом будем смотреть статистику по убитым баржам. Давайте. Победил у нас Уфик плюс, поставь, пожалуйста.